Так вы сами сделали свой выбор. Чего вы теперь возмущаете? 30 лет прожить в стране, так какие 50 лет язык до сих пор не знать, да. Не, я понимаю, это как выгоды, это, ну, это человеческое, все понятно. Ну так язык-то можно было за 50 лет выучить. Ну и там одного пенсионера, там же еще не подняли же. Ему некуда, куда, чего, как. Он выбрал, блин. Он гражданин той страны. Тут все, это, до свидания. Гайки, конечно, не круто. И вот это сейчас экономические санкции. Сейчас же они вот сырье вводят за машины. Раньше была, ну, таможенная, да, сбор, а сейчас же таможен нет, потому что их посылают. Они сделали это как утиль, потому что все китайцы покупают. А китайцы красавцы. У них было 2 или 3 официально зарегистрированных представительства каких-то там определенных брендов по машинам. А все остальное ввозилось так. Завезли 100 машин каких-то там. Через автосалоны продали. Нет ни гарантии, ни обязательств, ни обслуживания, вообще ничего. И все, и свалили. А теперь же этот, как его, вторичные санкции. Америка ж давит. И банки ж китайские отказываются проводить платежи. А деньги висят, или там плата прошла, и ее возвращают назад. Плюс следующие вторичные санкции. Если ты что-то хочешь купить, ты должен заплатить и 2 месяца ждать. Там, или 3 месяца. А если хочешь продать, ты должен сначала продать, а потом 3 месяца опять ждать оплату. А не каждое предприятие себе может позволить какую-то продукцию производить и продавать ее. Плюс какие-то, вот эти, знаешь, серые зоны, увеличивается логистика, увеличиваются расходы, а ты не можешь ждать, что сделал продукцию, продал через 3 месяца, блин, предоплата, если придет. Пипец. Санкции давят, блин, нехило. Ну, я понимал, что они будут работать. Это просто вопрос времени, потому что так вот эффективно. Понятно, можно их обойти, понятно, можно как-то жить. Да, вот Иран, блин, живет, или Ирак, я вечно путаю, кто из них живет 40 лет под санкциями. Там айфоны у них есть, может, не последние модели, как-то там сигареты не покупают, и это. Так же сама Куба, блин, 60 лет под санкциями тоже живет. Правда, ни черта нету, вообще ничего. От слова совсем. Там я смотрел передачу, рядом снял, как одна вышла замуж за кубинца, да, да, круто, да. А потом что-то у нее случилось, ну там как, ну, показали ее жилье. И томограф надо, томографию сделать. Да, это пипец. Какими путями, где-то, как-то, чего-то, куда-то. Ну, как посмотрел, думаю, охренеть. Тут зашел, МРТ тебе сделали, блин, и пошел. Ну, законсервированная страна, все. То есть я хочу сказать, что можно и жить, никто нет, но условия жизни какие-то. Если хвастаться, что газ в стране мы вам отключим, а у самих газа нету, то о чем тогда говорить? Я просто, знаешь, так вот мы сколько раз там обсуждали это с такими ресурсами, с такими богатством. Вот возьми другой там, любой какое-то государство, которое плюс-минус что-то такое имеет, да, вот там Дубай, этот или это. Ну, пустыня была пустыня, пипец. Они же понимают, что это нефть, она же не до бесконечности. Поэтому инвестируют в этот туризм, блин, куда только можно, чтобы все ехали к ним. Все, тут делай то же самое, и все же будут к тебе хотеть ехать, работать, зарабатывать. Сделай тот же самый принцип. Пусть местные не работают, пусть местные получают это все. Пусть гастарбайтеры работают. Красота. И все будут стремиться в твою развитую страну. И так прекрасно жил бы человек. Сейчас же посчитали, сколько денег тратится на войну. Я просто цифру помню за час. 1 миллиард 200 миллионов. 1 миллиард 290 миллионов Россия тратит на войну в час рублей. Рублей в час.
Миллиарды, понимаешь? А там труба порвалась, там котельный. В прошлом году это же сколько было порывов теплотрасс, а где гарантия, что в этом году не будет. Туда денег нету. У Шойгу все, ну, то, я не знаю, если 10 или 12 заместителей сидят, ну это понятно, что они сами посадили, все. А так а что, Шойгу не знал, что не воруют? Так не может быть. Не может быть. Его заместители воровали, туда не заносили. Не может быть. Теперь кто их убирает? Белоусов, который новый пришел министр, а кто ему дал разрешение? Ну так значит их убирают, чтобы посадить своих, чтобы теперь свои воровали. Это у кого-то там дома у них нашли 30 миллионов рублей. Охренеть. Ну, вот на 4 разделить это сколько? 7,5 миллионов крон. Ну, 350 тысяч, да? А, это 3,5 миллиона. Максимум. Охренеть цифры. Представляешь, наличкой. А это все на госзаказах на этих. Это насколько, это же коррупция, это даже в башки не укладывается. И насколько были они там же высоко сидели, там все генералы, там марш-министры какие-то там, генералы-полковники. И все равно нет гарантии, что. А по-другому, я так понимаю, они по-другому не могли, потому что они были все в этой системе повязаны. Вот эти все деньги. Знаешь, какой гаишник стоит, и ему нужно отнести 100 рублей начальнику. Вот там было то же самое. Получаешь откат, какой-то процент заносишь выше. Все бы. А сколько же их уже грохнули. С окна упал, повесился, в камере повесили, еще что-то, сердце. А сколько мы не знаем. Тоже нам не говорят. Этот Газпром закрыл этот. Как? Харламов где? Харламов выступает в Ютубе, у них канал СТС. Это, как он называется? Камень Клаб. После 19 лет. Наверное, денег нету. Понятно, что там прибыли, наверное, не было. Но когда деньги есть, то можно было вкладывать в какие-то проекты. Может, там что-то и получалось. Но не настолько, насколько это. Ну, не знаю почему. Но вот 20 сентября последний выпуск вышел. А мне, ты знаешь, вот это что-то вот не зашло, как вот эти стендап-комики, как это? Стендап-комики вот эти, которые перед толпой, то он один стоит и рассказывает. Я не знаю. Я не смотрю это. Я тебе говорю, что я их тоже не смотрю, оно мне не зашло. Ну там много их успешных есть, которые там все, а я что-то. Это была минутка политики, да, кстати? Ну, опять мы сравнялись. Это он отражу.